Привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать рецепт очень вкусных, воздушных, невероятных просто пончиков, которые запекаются не во фритюре, а в духовке. Получается очень здорово, я уверена, вам понравится, и смотрите, как я их готовлю. В слегка теплое молоко добавляю живые дрожжи, 1 ложку сахара и перемешиваю, чтобы дрожжи растворились. В просеянную муку вливаю 2 яйца, сахар, соль, заливаю молоком с дрожжами. Начинаю замешивать тесто. Замешиваю сперва ложкой, а затем руками. Через 2 минуты добавляю в тесто кусочки сливочного масла и продолжаю вымешивать еще 7-8 минут. Тесто будет эластичным, но не липким. Друзья, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Тесто будет эластичным, но не липким. Накрываю тесто и убираю в теплое место на 2 часа. Готовое тесто увеличится в объеме примерно в 2 раза. Поверхность стола присыпаю мукой и раскатываю до толщины 7-10 мм. При помощи стакана вырезаю окружности. В центре делаю небольшое углубление, куда буду помещать начинку. Половинка абрикоса, сверху вишневое варенье. Края теста смазываю водой. Накрываю таким же кружочком теста. Хорошо прижимаю края, чтобы тесто склеилось между собой. При помощи стакана отрезаю лишние неровные края. Вырезанные пончики размещаю на противне на расстоянии друг от друга. Накрываю полотенцем и оставляю подниматься на 1 час. Верх каждого пончика смазываю смесью желтка и столовой ложки молока. Выпекаю при температуре 180 градусов 13-15 минут. Испеченные пончики смазываю сгущенкой и окунаю в сахарную пудру. Смотрите, какие у меня получились огромные, воздушные, вот такие вот красивые, аппетитные пончики. Получаются они, конечно, очень классные, большого размера, хватит на всех. Если честно, готовить во фритюре я не очень люблю, предпочитаю духовку, поэтому мне очень нравится такой способ приготовления пончиков. Но хочу сказать, что тесто в них получается действительно как в пончиках, очень воздушно, просто невероятное. Я сейчас тоже попробую на вкус. Мне очень нравится, что много начинки. Пончики получаются очень вкусные. Конечно, вот эта шапка из сахарной пудры, из сгущенки придает им невероятную сладость. Но мне очень нравится, что внутри очень много начинки, половинка абрикоса и
кисленькое варенье придает им, конечно, очень много вкусов, и получается, что и чуть-чуть кислого вкуса, и чуть-чуть сладкая шапка. Тесто, конечно, получается тоже сладенькое, но не приторное, абсолютно не приторное, очень вкусное и воздушное. По структуре оно тоже получается как у пончиков, очень воздушное, но не липнет во рту или не слипается. Вот если даже так сделать, то видно, какое оно воздушное. Получается очень здорово. Хочу сказать, что несмотря на то, что мои пончики выглядят как дрожжевые булки, по вкусу они очень отличаются. И действительно, вкус теста у них абсолютно идентичен вкусу теста, как у пончиков. Мне этот рецепт очень нравится. К дрожжевой булке, конечно, они имеют отношение, но по вкусу они вас порадуют. И если вы любите пончики и не любите жарить во фритюре, то я уверена, вам очень понравится рецепт приготовления в духовке. Обязательно попробуйте приготовить, пишите в комментариях, любите ли вы дрожжевое тесто, любите ли вы пончики. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. И обязательно делитесь с друзьями моими вкусными десертами, мне будет очень приятно.